Дахаб. 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 Дахабчик. Дахаб у нас уникальный спот. Есть лагуна с гладкой водой, закрытая от открытого моря. Идеальное место для учеников. Вот она. За косой находится спидзона или зона скоростного катания. Идеально для слалома, для фристайла. Ну и просто покататься на сильном ровном ветру с длинными галсами. И есть зона, так называемая зона камикадзе. Это уже открытое море, волна. Настоящие уже такие экстремальные условия для продвинутых катальщиков. В 2018 году я первый раз поехал участвовать в Кубке Европы по виндсерфингу в дисциплине фристайл. Это было в Голландии. Незабываемые ощущения. Люди, которых ты раньше видел только на видео, мировой топ виндсерфинга, иконы виндсерфинга, и тут ты рядом с ними на одном споте участвуешь против чемпиона мира в заезде. Это незабываемые эмоции. Там же в Голландии этап в местечке Браверсдам. Мы познакомились с чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы Стивеном. Я подошел к нему и пригласил его в Дахаб потренироваться вместе. We had some good wind, some foiling, some freestyle. It was a good mix. It was very nice to come back to Dahab. Yeah. It's been now a while, and we decided to come again to Dahab for holiday with the family. So it was really nice. Мне очень нравится Дахаб. Тут очень круто, отличные споты и все замечательно. Ну, сначала я просто приехала как турист в Дахаб. Начала кататься, учиться. Вот. И влюбилась в Дахаб. На 10 лет вот уже. Когда в 2005 году я приехал в Дахаб первый раз и покатался вот на этих спотах здесь, да, на Лайте, в Лагуне, я понял, что именно здесь разнообразные условия, и здесь реально кайфово. Но мне здесь нравится, потому что здесь можно кататься на виндсерфинге, и это, наверное, единственная причина, почему я здесь. Для фристайлеров это спот номер один в мире, безусловно. У нас всегда теплое море, ветер, солнечно. И это идеальное место для серф-станции. Именно поэтому мы с моими партнерами, с Мухаммедом и Аладдином, открыли станцию. Прямо в самой середине Дахабской лагуны. I was here about Dahab when I was younger. When I get the chance, I first decision and came to Dahab 25 years ago. Lovely. It was really smaller, more freedom, not more building. Only 2 centers here for windsurfing. We was working here as an instructor. I'm a kite instructor. Sasha was windsurfing instructor. We meet together here and we say, why we don't do this business for us? He said, yeah, why not? I collect some money, Sasha collects some money, Aladdin support us by a lot of things, the rest of the money and the hair power. And we took this center and then now we are Winterland. So I was very close to know what's going on about the windsurfing. So slowly I know more and I tried windsurfing with them. When I get a chance to have a center, I do it because I know what's windsurfing. Подожди, там еще снимаем.
Я первый раз поехала в Дахаб с друзьями в 2005 году. Я профессионально катаюсь на виндсерфинге уже много-много лет. 15 лет назад я начала впервые кататься, училась в Дахабе. И с тех пор как-то закрутилась. Вот до сих пор катаюсь. Дахаб за неделю он становится таким каким-то родным. Ты идешь по набережной, знаешь где, куда, зачем и с кем. И вообще тут лето круглый год. И я первый раз, честно говоря, из зимы улетела в лето, и это очень здорово. Добраться до Дахаба можно из любой точки мира. Ближайший аэропорт у нас меньше, чем в 100 километрах, что делает Дахаб очень удобным для того, чтобы сюда приехать. Час на машине от аэропорта, и вы на споте. Пустой вейв-спот. Самый кайф, или с друзьями там катнусь, там тоже кайф. I came to Dahab, I guess in 2005. It was in the best place in the world for windsurfing. It's home for everyone. He can live. It's safe area, and my family is coming here. The people live here. It's more safe than any place. This place you can open your house and you can sleep inside and you can lift your door open. Надо отметить, что сами люди, которые здесь живут, именно в Дахабе, местные жители, персонал гостиниц очень дружелюбные, и поэтому в данном случае достаточно спокойно находиться, и если сравнивать там даже с европейскими странами, с Канарами, например, или с любыми другими местами, где я отдыхал, здесь очень комфортно. Welcome to Dahab! С Новым годом! Красавчик, такой камбэк у него на Фуэртевентуре. Первое место, одиночек. Ну, он и по Европе в этом году второй. Виндсерфинг доступен каждому. Недавно была ученица, которая приехала в Дахаб с гипсом. И даже удалось достигнуть более высокого уровня катания, чем мы ожидали, в общем-то, за такой короткий срок. Шаг здорового человека и шаг нездорового человека. Я пришла сюда и решила хоть на сапе покататься, раз уж на то пошло. А Саша говорит, давай попробуем. Вот, и мы попробовали. И сегодня было последнее занятие. И мы даже сделали за это время бич-старт, трапецию, петли. Я об этом даже думать не могла, честно говоря, с такой рукой. Я никому не рассказывала дома, да, что я занималась. Я кажется сумасшедшей. Значит, первый раз стал я на виндсерфинг, когда я первый раз приехал в Дахаб. Я приехал сюда, сразу попал на станцию. Дайте мне снарягу, типа любую вообще. Они мне дают самую большую доску, самый маленький парус. Я встаю на доску, отправляюсь в море одним галсом. И в какой-то момент понимаю, что мне нужно вернуться. Начинаю смотреть на других людей, понимаю, что мне нужно как-то встать другой ногой вперед. В общем, начинаю путаться, ничего не получается, меня просто сливает по ветру. И в итоге меня забрал катер. В общем, в следующий раз я был на воде уже с инструктором. Если вы хотите заняться виндсерфингом, я лично рекомендую делать это с профессиональным инструктором. Тогда все пойдет намного проще, быстрее и эффективнее. У вас не будет вопросов, какое оборудование брать, под какой ветер. Вам помогут все настроить, определиться с вашими задачами, составить план занятий. Ты идешь, отдаешься ветру
и просто висишь на этом парусе, это так кайфово, и мне кажется, надо каждому попробовать, потому что новые открываются такие ощущения, которые не передать словами прям, ну это очень кайфово. Окунулся, ты встал на доску, да, ты у тебя все с тебя, все проблемы, знаешь, все стекло, и ты ни о чем не думаешь, реально, как бы несешься, тебе кайфово. То есть вы становитесь, по сути, капитаном корабля, маленькой яхты, вы ее управляете, вы ее там разгоняете, делаете трюки и постепенно движетесь вот от ученика к такому классному advanced катальщику, да, который может в любых условиях кататься. И я надеюсь, что если вас реально зацепит, то вы в конечном итоге попробуете кататься на волнах, а это просто жемчужина и вершина виндсерфинга — волны. Это очень круто. Ой, мне нравится просто трамваить. Вот, от этого получаю удовольствие, а какие-то там элементы, конечно, даже не пробую, потому что мне страшно. И водный старт освоила, поэтому можно и без поворотов, просто если я сейчас водный подойду старт в петлях и все. Я добью ей 5! Я не одна! My dream to have to be #1 for windsurfing. I would like really the government, the people understand that is the best place maybe in the world for the windsurfing. I would like more helper to be windsurfing and more and more and more. Когда ты едешь быстро, ты получаешь кайф. Еще когда сильный ветер на волнах, и ты скатываешься с волны, это очень круто. Еще часто бывает страшно или обидно, когда что-то не получается. Но когда что-то получается, ты очень радостный. А дети учатся на виндсерфинге особенно быстро. У них нет лишних блоков и стопов в голове. Они просто берут, делают и кайфуют от того, что происходит. Мне 7 лет. Я в 3,5 лет катался, и все было нормально. Я начал заниматься парусным спортом в возрасте 3 лет. Меня привел отец в сверхклуб. Тогда еще в советские годы, это 81 год, я гонялся на оптимистах, там, на кадетах и так далее. А виндсерфинг я первый раз попробовал, наверное, лет в 14-15. Я целенаправленно пошла заниматься, прошла курс учебный. И поскольку это был август, а я только закончила обучение в университете, сдала диплом, защитилась, и я подумала, что ну раз август, там еще сентябрь, я вот тут еще позанимаюсь в Дахабе, поучусь, и потом уже поеду обратно в Москву, в офис. В общем, он никуда не убежит, тем более я так училась усердно. Мне 12 лет, и впервые стал на доску в 6 лет. Мой брат участвовал в многих соревнованиях, и он меня вдохновил виндсерфингу. И мне это очень стало интересно. Я катаюсь более 20 лет уже, и начал я в Санкт-Петербурге в 98 или 99 году, точно не помню. Я начал заниматься виндсерфингом в 18 лет, мне очень понравилось. Я остался в Дахабе, начал работать инструктором, учить других. И теперь у нас целая станция виндсерфинга, доски, паруса, море, солнце. Кайф! Я умею утку, глиссирующий фордевинд, вулкан более-менее. Я вертолет, аверстак и фордевинд.
и водный старт в трапеции и в петле. Чаще я катаюсь на виндсерфинге, когда выходные или есть свободное время. А так мне приходится учиться. Я зацепляюсь в петлях, меня папа научил. Если ты этого научишься, ты поедешь уже на волны. Учил папа, у меня еще брат Костя, он большой, и еще другой брат Тёма, он тоже круто катается. Еще у меня есть самая маленькая доска 48 литров. Она вейвовая. На ней я умею делать спиду на больших волнах. Это очень круто. У меня парус 2.0, синий, и доска 70 литров и 50. 5. То есть 55. 55 литров еще доска. We already buy a new beginner board. Is really help the people. It's light and also can be step in the board really nice. I have freestyle board. I have freestyle wave board. I have free ride. I have also a loft sail. I have the size from 1.0 until 8 or something. Everything can be sinking. You can use it. You can find it here in Wonderland. Виндсерфингу можно учиться в любом возрасте. Самому молодому моему ученику было 3 года, а самому возрастному 84. Если вы еще не пробовали виндсерфинг, я вам немножечко завидую, потому что у вас впереди просто буря эмоций, открытий, каких-то нереальных впечатлений, потому что это очень-очень круто и интересно. Для меня важно то, что владелец станции Александр Сорокин, он сам фристайлер достаточно высокого уровня, ездит по соревнованиям европейским, постоянно тренируется, плюс к нему приезжают очень часто прорайдеры топового мирового уровня, там, вплоть до топ-1, Стивен приезжает, там, Лоик и так далее. Много очень крутых ребят, а когда ты тренируешь фристайл, то с кем ты катаешься, это очень важно, потому что кататься одному – это порожняк. Очень долго выступал, я 15 лет выступал на соревнованиях, и даже я в 2004 году первый раз приехал на чемпионат мира. Ты приезжаешь потусоваться со всеми своими ребятами, потому что ты в итоге становишься как одной семьей. Несколько лет подряд ездила выступать, выигрывала, поняла, что мне это, наверное, нравится, и я захотела попробовать мировой тур и поехала в ПВА по всем вот остановкам. Сначала фристайла, потом вейва. Сейчас вот только во фристайле участвую. После моего первого выступления я ездил на чемпионат Европы еще 2 раза. Первый раз на остров Лансерот. Это незабываемые впечатления. Это был мой первый раз, когда я занимался фристайлом на океанской прибойной волне. Когда ты катишься в свече с 4-метровой волны, а тебе надо с нее еще что-то прыгать. Непередаваемые ощущения, запомнилось на всю жизнь. И потом я выступал еще раз в Голландии, в Браверсдаме. Но это такой уже хоум-спот европейский, любимый. Я очень усердно тренировалась, у меня был лучший результат. Это 2-е место на Фуэртевентуре. В последних соревнованиях, в которых участвовала, была 5-й. Поэтому держусь, конечно, хочу выше, но буду прилагать к этому усилия. Мне нравится, я кайфую от соревнований. My plan for next season will be pretty much the same than I did this season. Just focus on the freestyle and also the foil racing, trying to improve as much as possible. Параллельно я еще катался на сноуборде, тоже участвовал в соревнованиях Big Air, фристайл. И когда я закончил сноубордическую карьеру, мне было лет 27, уже почувствовал, что я слишком стар для этого дерьма. Дождался, пока ветер станет минимум. Мне нужно было как-то получать адреналин, помимо драк в подворотне и прогулок по Одинцово. Почему Одинцово, не знаю. Одинцово пис. Ничего плохого не могу сказать про этот район.
2020 год у меня были огромные планы. Я должен был поехать на 4 этапа Кубка Европы по виндсерфингу, чтобы как-то закрепиться в этой движухе, подняться в европейском рейтинге. Но планы наши в этом году все сбились и перенеслись на 2021. Просто начните кататься, это легко, доступно, просто мочась легкая, доска легкая, все получится. Главное, чтобы ветер дул и выходили на воду. Когда я начал кататься, я выходил на воду в любой ветер, абсолютно в любую погоду. И постепенно я стал выделяться, я стал лучше. Главное кататься. Любимые споты — Маврикий, Гавайи, Дахабчик. Маврикий, Гавайи, потому что волны, потому что нереальная атмосфера, очень крутые условия, серьезные, страшные. И Дахаб, потому что дом родной, здесь фристайл-спот просто супер. И Дахаб можно приехать 365 дней в году. То есть нет такого месяца, когда бы Дахаб не работал, он работает всегда. А самые постоянные отношения у меня с морем. Это так хорошо, душевно, как дома себя чувствуешь. Теперь вот еще второй этаж появился, можно где угодно, можно позагорать, полежать там наверху, можно здесь в тенечке посидеть, чайку попить. И все время такая дружественная атмосфера, приходишь, прям сразу настроение поднимается. И несмотря на то, что сейчас не очень много туристов сюда приезжают, все равно станция не только работает, но и строится. Поэтому я бы пригласил бы всех, кто хочет попробовать виндсерфинг, приехать на недельку-другую, на месяц, отдохнуть, расслабиться, почувствовать момент здесь и сейчас, прямо вот тут вот на станции рядом с лагуной. Please come to Dahab. You will enjoy really. You will feeling safe. You will enjoy windy, sunny, cheaper than any place in the world. You are feeling safe and friendly, and you are welcome to my center, except my center. Don't go another center. Come to Wonderland. Море в Дахабе теплое, солнце светит, ветер дует. Станция открыта 365 дней в году. Приезжайте кататься. Come here for windsurfing. Dahab, Wonderland waiting for you. Но что-то я уже заболталась, раздувает, поэтому я побежала. Всем пока и до встречи на воде. Хорошей погоды. Виндерленд, Дахаб. Happy New Year! Welcome to Dahab! Welcome to Wonderland! Сиреневенький авиалайнер произвел рекогносцировку сельскохозяйственных угодий. Ура! Welcome to Dahab, welcome to Wonderland. We can, Grisha can cut it after. We can say welcome to Dahab first, after welcome to Wonderland, and after all together. Habibi. Два. Welcome to Dahab, welcome to Wonderland. Let's make one more time. Welcome to Dahab.